Есть вот у нас вот такая длинная фиссура, но во что превращается фиссура, если на не нажать на Infibel, ну вот вам для сравнения. То есть, видите, когда я слипаю себя, пропадает хп-бар. Что это значит? Что в эту секунду героя невозможно нести урон. У вас особо нет вариантов, кроме как пытаться разбить Когу, но вы Бейн, вы мало атак спида. Но сейчас происходит вот такая забавная ситуация, если Бейн слипает, и Клок просто отъезжает, и вы, ну, понимаете, да, если слип будет большим уровнем, то он дальше уедет, больше будет слипе. Всем привет, вы смотрите гайд на Бейна, с вами ФНГ, и герой много чего изменилось, герой стал интереснее, много нюансов, но прежде чем, как мы обсудим этого героя, подпишитесь на YouTube канал, чтобы смотреть другие гайды и различный контент на этом канале. Как можете видеть, наверное, в этом патче я не так много сыграл, вот вообще, по сути, две игры сыграл всего на Бейне, но и играл также я и против Бейна. Герой, не могу сказать, что поменялся концептуально, но тем не менее, до этого добавили аспекты, добавили встроенные ауры и, соответственно, немало что поменялось. Первое, наверное, уже давным-давно, как появились универсалы, Бейна сделали универсалом, что, в принципе, говорит нам о том, что ранние статы на героя хороши, но также имеется врожденная способность у нас, это то, что все атрибуты распространяются, или распределяются, вернее, будет сказать, равномерно. Что это значит? Любой артефакт, который вы купили, он четко распределится по всем статам. Будь то вы купите плюс 25 силы, это значит, что эти 25 силы поделятся, грубо говоря, на 3, и по всем у нас интеллекту, силе и агилити, забыл на русском слово, но не суть. Распределится равномерно, и, соответственно, вы получите всего по чуть-чуть. И в этом плане основная суть в том, что каждый раз, когда вы покупаете шмотку, в частности, на интеллекта, как герой, скажем так, раньше был интовиком, ну и это маг. Соответственно, она также дает вам жир. Условно, вы купите юл, вы купите форс, это все вам идет в хпшечку, что очень приятно на саппорте. Герой на ранней стадии имеет весьма хорошие статы, и, соответственно, так как это универсал, мы на лейнинг, как правило, задумываемся о том, чтобы купить там цирклеточку, пару веточек, какие-то тангусы, и получаем вот такого неплохого монстра, да, 60 атаки. Дальность атаки 400 — это не самая лучшая дальность атаки для саппорта, потому что не всегда получается у нас дать тычку, чтобы не загореть крипов, но тем не менее герой жирный, соответственно, вы точно можете перебивать четверку и уже от этого дальше строить какой-то свой лейнинг. У нас имеется два аспекта. Один аспект у нас, когда ты атакуешь героя под способностью Nightmare, вы получаете дополнительный атак спид, а второй, соответственно, аспект — это существа под действием Nightmare двигаются в сторону, которую вы, собственно, укажете, когда будете применять способность. На суппорт-позиции, честно говоря, первый аспект я вообще сложно представляю, как можно применить. Вы, как правило, всегда хотите держать позицию на суппорте, а тем более на таком суппорте, как Бейн, потому что и Infibel, и Sleep, и Ultimate, ну, это хорошая способность, но нужно уметь держать позицию на этом герое. Соответственно, когда вы пытаетесь бить кого-то в слип, это как минимум будет выглядеть странно. И, соответственно, я бы сказал, что лучший аспект на четверку и пятерку — это определенно вот этот sleepwalk, когда вы заставляете оппонента идти куда-то. Но если есть какие-то умельцы на мидбейне, я уверен, что скорее будет уже аспект Dreamstalker, и там уже какие-то райт-клик билды, как пожелаете, так и сыграете, как говорится. Что поменялось у Бейна? Да, в принципе, ничего особенного не поменялось. Насколько я помню, статы там чуть-чуть ему, что ли, добавили. Убрали то, что атак спид раньше был на слипе, теперь его нету. А все остальное абсолютно такое же, как было, такое и осталось. Еще очень важная способность, которой обладает Бейн, это повышенный Night Vision. И очень важно и умело играться с этим Night Vision, потому что когда вы находите одного оппонента, одного вражеского героя, вы можете его слипнуть из тени, и, соответственно, уже ваша команда может подойти и под это дать либо свои дизейблы, либо вы уже дадите фенсгрип. Ну, настоятельно рекомендую найти где-то табличку вот этого ночного вижена в доте, чтобы изучить. Но на скидку назову просто самые простые герои, которые обладают тоже повышенным Night Vision. Это, например, Луна с пассивкой, это Сларк, это Снайпер. Это фактически самые основные герои. Также, ну, покажу просто примерно, как выглядит само заклинание с аспектом Sleepwalk. Ну, бить Nightmare, я думаю, сами понимаете, что герой просто быстрее будет. Но выглядит это примерно так. Выбрали направление, и, соответственно, герой вот так вот передвигается. Из микрофишек, которые я видел иногда в паблике за Radiant сторону, если помните, там есть small camp, и есть такой клифф, куда очень любят варды часто ставить. Так вот, иногда можно этой способностью закинуть на клифф, но важно следить, да, за дюрейшеном и расстоянием, потому что МС маленький, дюрейшн у слипа 3,5 на первом. Соответственно, можно с этим, так сказать, и опозориться в моменте. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Eats или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе.
Выбирай промокод и приятного аппетита! Расскажу немного про айтем-билды. Первое, всем очевидный артефакт линзы на Бэйне. У линзы на Бэйне есть несколько приятных применений. Первое, это, опять же, как я говорил, у Бэйна повышенный Intuition. Соответственно, если вы будете превышать свой каст-рейндж на слип Бэйна больше, чем 800 сделаете, то вы, получается, будете слипать героя так, что он даже вас не видит. Дефолтный Night Vision у остальных всех героев, кроме которых я до этого перечислил, 800, и, соответственно, как видите, с линзой на 4 уровне прокачки Nightmare становится, даже на 3 уже уровне прокачки Nightmare 825. Соответственно, даже нет вариантов среактить как-то у оппонента на то, что вы ему с тени дадите Nightmare. Естественно, это также увеличит каст-рейндж ультимейта, про это долго мусолить не надо, но еще есть очень важная обилка Infeeble. Эта способность, она на самом деле дико раздражительная для многих героев, если понимаете, как ее правильно применить. В принципе, давайте просто посмотрим, что вообще из себя способность представляет. Первое — снижение урона от атак. 55 на первом уровне, 70 на последнем. Но очень важная деталь, то, что снижает не только базовый урон, но и урон, например, от рапиры. Будете видеть, я вот так купил рапирку, вот у него 57 плюс 350, я ему вешаю Infeeble, и у него забирается аж фактически 200 урона. То есть забирается и зеленый, и белый урон. И, соответственно, если оппонент какой-нибудь кэрри-гирокоптер не имеет уже диспела, не имеет БКБ, и вы ему где-то кинете вот эту способность, это очень-очень сильно может поменять тимфайт. Но также стоит еще отметить, что, опять же, на 4 уровне прокачки Infeeble duration у нас становится, точнее не становится, он 9 секунд на всех уровнях прокачки, кулдаун становится 7 секунд. Соответственно, вы можете даже где-то заранее файте кинуть, понимаете, что он нажмет БКБ, там сатаник, может мотостайл какой-то. Вы немного кайтите, главное не умереть на бэйне в этот момент, и, соответственно, потом по новой вешаете Infeeble. Это, поверьте мне, очень многих кэрри раздражает, и поэтому Бэйн очень часто становится номер 1 таргетом. Но есть также и вторая часть применения, тоже забытая, добавлена, по-моему, года 2 назад, но тоже очень раздражительная. Это уменьшение дальности применения заклинаний, соответственно, на всех уровнях 30%, но с талантом становится 50%. И здесь много объяснять и показывать не надо. Я думаю, вы сами понимаете, что такое снижение каст-рейнджа. Самые смешные примеры, которые были сейчас, к сожалению, прям полностью не показать это, или может показать это и с Тинкером, но была вот эта комба, что есть вот у нас вот такая длинная фиссура, но во что превращается фиссура, если не нажать на Infeeble, вот вам для сравнения. То есть сами понимаете, что очень-очень сильно это рубит геймплей многим героям. Но в таких героев, как Шейкер, очень тяжело нажать Infeeble по 2 причинам. Первое, Шейкер же тоже понимает, что вы хотите это сделать, и, соответственно, он держит позицию. И самое умное, что может сделать Бэйн в данной ситуации, это также прикупить блинк. Иногда блинк берут даже до линзы, иногда вместо линзы. И как раз это и делается для того, чтобы, прыгнуть, нажать Infeeble нужного героя, и он уже просто выключается с файта, если у него нету диспела надолго. Либо ему нужно менять свой билд, чтобы, соответственно, каким-то образом играть против этого Infeeble. А это уже, игровая ситуация, моменты, много что на это влияет. Просто помните, что дальность применения весьма-весьма роляет в доте, и вот таким образом вы можете заруинить какому-то герою тимфайт. Еще немаловажный аспект — это дэмэдж от Infeeble. Не могу сказать, что цифры огромные в целом, но, тем не менее, в чем соль? Допустим, вы видите какого-то вражеского героя с блинком, и вы, так как не совсем понимаете, есть ли смысл нажимать в кэрри Infeeble, не видите какой-то лучший таргет, нажать Infeeble в героя с блинком, это тоже очень сильно, потому что даже вот эти 3 секунды, если он инста-диспелит себя, сбитие блинка, могут очень сильно заролять. И, соответственно, сбить этот самый блинк-даггер, и вы можете за счет этого выиграть драку. Из такого еще, что стоит добавить, это стейв Nightmare, тоже весьма полезно, хоть... Опять же, с этим аспектом не всегда легко, наверное, правильные ситуации в правильную сторону поворачивать героя, но немаловажная вещь — это скорее вот эта секунда неуязвимости, которая имеется на Nightmare. То есть, видите, когда я слип, у себя пропадает хп-бар. Что это значит? Что в эту секунду героя невозможно нести урон. А это значит, что вы можете, как и задоджить какие-то заклинания, например, если вы совсем уже гений, играете с 0 пингом и очень хорошо видите анимации и чувствуете игру, то, например, можно доджить лагуну. В моменте не всегда получится это моментально сделать, но, как видите, получилось.
И, соответственно, тем самым можете подобное заклинание банально задоджить. И второе, очень прикольное применение Nightmare, это на самом деле сбитие способностей. Банальный пример могу привести. Это есть большой у Бэйнов страх героя Рубика по многим причинам, но самая главная причина — это когда он ворует ультимейт. И есть вот, вот, сейчас отдашь ульт, поэтому не буду нажимать свой ульт. Но представьте ситуацию, что вы нажали ульт, например, в шейкера, ваша команда убила шейкера, но вы отдали финсгрип Рубику. Если вы сообразите очень быстро, когда Рубик, например, нажмет вашего союзника, этот самый финсгрип, и его моментально слипнете, то финсгрип собьется. Ну, вот такая есть комбинация. Из того, что еще, например, видел, сам играл тоже в паблике, это причем было, по-моему, против Зайца из Нави. Он играл на Бэне, я играл на Клоке. И Клок всю жизнь был такой прям большой-большой контроль, скажем так, Бэйну. По одной банальной причине, что когда происходит вот такая комбинация, что вас просто закрыл Клок и начинает батарейкой вас пинать, у вас особо нет вариантов, кроме как пытаться разбить Когу, но вы Бэйн, вы мало атак спида. Но сейчас добавлю уровень, чтобы подольше коробка длилась. Но сейчас происходит вот такая забавная ситуация, если Бэйн слипает, и Клок просто отъезжает, и вы, понимаете, да, если слип будет большим уровнем, то он дальше уедет, больше будет слипе. Вы хоть телепорт сможете нажать, либо просто выжать от этого Клока. Поэтому да, вот это, наверное, самое главное применение всех способностей. Ну и финсгрип работает через БКБ, наверное, единственное, что не упомянул, поэтому держать БКБ кора очень-очень приятно. По поводу лейнинга, если немного еще более детально рассказать на Бэйне, то, я лично, как правило, люблю играть с цирклеткой, потому что статы — это урон, статы — это жир на Бэйне, и чем больше жира, соответственно, тем больше вы импакта делаете. Вы, как правило, берете 6 танга, берете гранатку, 2 сентри. Но часто нужно купить смог, поэтому ничего плохого нету, если вы купите 3 веточки вместо кларетки, соответственно, нажмете смог и на следующие деньги там уже довезете, например, салву, если хотите. Стик покупать на Бэйне вообще не ошибка, но сами должны оценивать, насколько хорош стик на линии. Глупо покупать стик, когда он не заряжается сильно. В целом на Бэйне на линию рекомендую всегда прийти с брейнсапом. Хорошая обилка, чтобы трейдиться с четверкой. Соответственно, вы получите small camp, заблочите big camp. Если вы потрейдитесь с четверкой эффективно, то ваш кэри по большей части, если он хорошо играет, реагрит спокойно, не получает дэмэдж. Соответственно, вы потихонечку начинаете выигрывать линию. Но в целом Бэйн, не могу назвать его прям сильным лейнером. Что имею в виду? Что это не герой какой-то доминации, и он не имеет какого-то сильного паверспайка. То есть, например, нет такого, что вы как на каком-то клоке или цемке берете уровень 3, и вы точно делаете килл. Нет, это все равно все сводится к бесконечному обмену ресурсами с оппонентом, и уже, соответственно, если вы там переиграли банально на фласке, на мане, на регене, может на лотусе, вот тогда у вас появится шанс убить. Но сам по себе Бэйн — это не герой, который стремится выиграть линию, скажем так. Это скорее герой, который стремится засекьюрить своему карри-фарм, получить свою экспу, получить там доступ к полам, чтобы тоже получить какой-то фарм, и уже там под 5-6 минуту он даже может начать гулять по карте, и, соответственно, игра с оппонентом со слипом, с тем, что он весьма жирный, потому что, вот как можете увидеть, давайте я там добавлю стик и цирклетку. Герой 850 хп, брейнсап нам еще 160 нальет, соответственно, весьма жирный герой, чтобы просто что-то поделать полезное на карте и не сидеть АФК там до какой-то шмотки. Также, да, упоминал про Блинк и Линзу, но каждая игра, за это мы все любим доту, она весьма-весьма уникальна. И если в вашей команде нет арканы купить не ошибка на Бэйне, потому что у вас монокосты большие, и, в принципе, каждая обилка, чем чаще юзаете, тем как бы больше импакта от вас будет, потому что, в принципе, Бэйн — это не фарм-герой. Вам фармить ни нейтралов, ни лейн-крипов нечем. Поэтому вам лучше всего всегда пытаться каким-то образом внести импакт своими спеллами. Проще всего внести импакт спеллами, особенно когда вы играете с командой, да, потому что Бэйн толстый, вы для команды можете что-то потанчить, можете что-то подсетапить, и, соответственно, арканы не только на себя, еще и на команду полезно изнуть. Глиммер весьма крутая шмотка против многих героев. На моем опыте, когда ты играешь на Бэйне, ты очень часто будешь сталкиваться с героями, которые либо хотят тебя заберстить, либо хотят тебя прыгнуть и убить, условного шторма вы играете, да, и, соответственно, иметь глиммер шторма тоже не ошибка, но
Опять же, также не ошибка и блинк пытаться накопить, если игра хорошая, потому что шторм летит, вы блинканулись, сразу на реакции нажали на него ультимейт, например. В Клока играете форстав, хорошая шмотка, это испокон веков, но при этом все, например, тот же Celery из Good Gaming Gladiator, он на Бэйне и Смека играет, ну, потому что команда любит ауры, команда любит что-то вместе делать, и если, опять же, вы разбираетесь там в тонкостях или можете предсказать, как будет идти игра, что эта мека будет полезна, не думаю, что ошибка купить меку. Бэйн в этом плане, опять же, очень разноплановый герой, и нужно просто четко оценивать, какие возможности у вас есть, и что вы будете делать, чтобы уже, соответственно, составить какой-то план по билду и так далее. Идеальные герои к Бэйну на линии, честно говоря, я не могу даже назвать такого идеального героя. Как я сказал, Бэйн сам по себе не герой, который выигрывает линию. Это герой, который просто достаточно силен, чтобы ее не проигрывать, если вы не ошибаетесь, и потом уже бегать, делать что-то по карте. Как правило, я бы сказал, что с Бэйном вы просто хотите иметь героя на первой позиции, который не слабее вражеской тройки. Ну и, соответственно, наоборот, если вы на четверке играете, то иметь тройку, которая не слабее вражеской единицы, потому что вы на Бэйне, как правило, сильнее всех суппортов в доте. Или в худшем случае вы просто будете впитывать урон и размениваться по мане, по хп, тем самым давая своему кору на линии фрифарм. Ну или не фрифарм, а скорее возможность стоять так, чтобы вас его не трогала вражеская четверка или пятерка. И поэтому сказать, что есть какая-то сверхкомбинация с Бэйном, я не могу. Но тем не менее глупо отрицать, что если вы хорошо потрейдитесь с Бэйном и у вас будет, ну, не знаю, навскидку могу там сказать Алхимик, Хаус Найт, может быть Найкс, может быть Вивер, что после того, как вы хорошо потрейдились с вражеской четверочкой или пятерочкой, что вы нажимаете слип, и прибегает ваш кэрри, под этот слип нажимает, соответственно, свои спылы, и вот вы уже делаете какой-то килл. Но это все, опять же, скорее зависит от нюансов коровых позиций, чем сказать, что есть какая-то идеальная комбинация под Бэйна или есть, ну, банально какие-то правила, какого героя вы хотите подобрать к Бэйну. Просто хороший герой, сильный против вражеского кора, и уже Бэйн, я думаю, будет доволен в целом. Перерыв между катками, время пополнить припасы вместе с Яндекс.Едой. Все от бургеров до десертов с доставкой прямо к вашей клавиатуре. Если вы заказываете 1000 рублей в первый раз, то по промокоду ITSVP вас ждет скидка 350 рублей. Действует акция до конца этого года. Контрпики, ну вот я упоминал Клока, Рубика. Это, наверное, просто частые герои, против которых я лично играл. Но также стоит упомянуть, что Бэйн сам по себе ненавидит иллюзионистов и ненавидит суммонеров. На это есть две причины. Первая. Иллюзионисты, как правило, подразумевают то, что они купят Мантастайл, а Мантастайл сбрасывает Инфибл. Мантастайлом можно снять Найтмэр или же банально доджить анимации этих заклинаний. Ну, то есть банальный пример, это даже вот пусть Лина будет у нас с Мантастайлом, вообще не важно. Вы такие выходите, Лина вас в принципе видит, пытаетесь ее слипнуть, она такая оп, среактила, и у вас сбивается, как видите, анимация. И это очень-очень бесит Бэйна, потому что как бы вам не дают в доту поиграть, это в принципе неприятное чувство. Так вы теряете позицию, когда пытаетесь это делать, и, соответственно, очень легко можете погибнуть. И вторая причина, по которой иллюзионисты хороши против Бэйна, это то, что они пушат линии. Потому что Бэйн сам по себе уже очень давно не обладает достаточным количеством урона с прокаста, чтобы, ну, так сказать, нанести большое количество урона, чтобы убить героя. Ну вот давайте, допустим, я там банально попробую Лину это немножко пройт-кликать, там нажать все спылы, и вы поймете, что ну, просто очень мало урона в целом наносит герой. То есть, ну, это кажется, что много, вот вы там 1700 урона вы нанесли, по сути, со всех 3 спылов. И, может быть, это и не маленькая цифра, как я это обозначаю. Но поверьте мне, самому убить вам героя очень-очень трудно, потому что, как правило, находится еще и союзник рядом с ним. Поэтому вы хотите, чтобы с вами всегда был союзник, который нанесет урон. А чтобы с вами оказался союзник, это как раз и нужно, чтобы ваш союзник законтролил линии. И именно поэтому иллюзионисты, которые отпушивают линию, заставляют вашего союзника показываться на этих линиях. И поэтому играть против Бэйна становится проще, потому что вы понимаете, что в этой зоне будет недостаточно много вражеских героев, и, соответственно, вы уже начинаете как-то по макро, по-умному это все делать. То же самое все абсолютно один в один и с суммонерами. Они пушат линии. Ну, опять же, я не упомянул, что банальные иллюзионисты, когда нападают на Бэйна, вы вообще ничего не можете сделать, слип не работает. Вы можете только дать брейнсап в иллюзию. Ну, стоит на самом деле, наверное, это показать, то, что когда вы даете брейнсап в иллюзию, вы отхиливаетесь на количество нанесенного урона. А так как по иллюзиям наносится больше урона, соответственно, с брейнсапа хил у нас получается умножается на количество урона, которое получает иллюзия. То есть в данном случае, если мы говорим про Мантастайл, это 300% урона, вы нанесли 230 и еще 300% сверху докидываете, и вы как бы хилитесь. Но
очень редко это спасает. Единственное, наверное, что стоит упомянуть, что есть Aghanim Shard, очень хороший, который весьма сильно добавляет вам выживаемости против суммонеров и иллюзионистов, а также помогает все же минимально начинать пушить вейвы. Дота она такая, когда саппорт имеет возможность пушить вейвы, вы играете немного быстрее или проще по карте. Покупать шард на бейне, если честно, овер других шмоток я почти никогда бы не рекомендовал, потому что, первое, это подразумевает то, что вам нужно замаксить брейнсап, а это весьма редкие ситуации. Но, и что немаловажно, что не только вам как будто бы надо максить брейнсап, вы иногда не докачаете инфибл, потому что, если мы начнем чуть-чуть говорить про скилл-билд, который бы по-хорошему нужно соблюдать на бейне, то идеально, я бы сказал, это там 2-4 ульт, и потом уже с 8 вы до 10 начинаете качать инфибл и, соответственно, берете талант. Вот такой скилл-билд. Но это я говорю только про самые-самые крутые ситуации. Поверьте мне, когда вы будете играть, и, например, вы сделаете все супер хорошо на бейне, и у вас там, например, ранние арканы, то взять брейнсап в 3 вообще не будет ошибкой, потому что, опять же, вы будете наносить больше урона, игровая ситуация будет весьма позитивная для вас, соответственно, вы будете очень хорошо трейдиться, больше наносить урона, больше собирать киллов. Если игра идет хорошо, не думаю, что максить брейнсап — это ошибка, но все равно я бы тогда даже не покупал шард. И даже в этом случае тогда непонятно, когда вы уже будете брать инфибл, скорее всего, вместо таланта, потому что странно брать талант, когда вы не вкачали сам спелл, и уже на 11 будете делать вот так. Но, тем не менее, еще не забывайте, что вы можете сами оценивать, насколько рано вам нужен инфибл, потому что есть герои, в которых инфибл эффективен, есть герои, в которых он неэффективен. Это уже просто ваше воображение и игровая ситуация, поэтому как видите, так и делайте. И, наверное, по талантам еще, в принципе, скажу, что я бы почти всегда качал талант левый на инфибл, даже если не есть ситуации. Мне кажется, этот талант все равно, даже в плохих героев, он иногда банально лучше. Как я говорил про блинки, много нюансов с этим талантом, но рекомендую брать левый. На 15-м рекомендую также брать левый. Понимаю, что дэмэджа как бы неплохо добавляется, хоть и не сказать, что это какое-то огромное значение, да, там у нас получается 9 на 13, то есть 100 урона там с копейками. Это не так уж и много, чтобы думать о инфибле, как о спеле, который именно наносит урон. Но вот эта кража маны, если мы посмотрим по итогу на ульт, то за 5 секунд вы сбернете 50% маны. А поверьте мне, для многих героев это весьма значимая цифра, чтобы лишиться этой маны, потому что вот даже Кэрри Тини сейчас в мете, и он очень любит постоянно закидывать эти спелы, но если вы его там продержите и забернете ману, это может заролять. И я привел, может, не самый удачный пример. Условно, раньше была Дуза в мете, и в Дузу вот ультануть с этим талантом вообще кайф. Потом на 20-м я бы, как правило, брал талант на слип, потому что, просто будет больше применений слипа в тимфайтах, где-то подсейвить, где-то еще что-то с этим слипом сделать. И на 25-м, как правило, ты берешь все же талант на физгрип. Здесь, мне кажется, каких-то сомнений не должно быть. Да, на брейнсап тоже приятный талант, но все же такой длинный ультимейт, если вы держите позицию, если у вас в лейте там какая-нибудь БКБшечка, аганимчик есть, точно сможете очень сильно симпактить этим ультимейтом. Из таких еще вещей, которые банальные, но стоит, наверное, упомянуть, это БКБ на бейне, если там не имеется контроля через БКБ, это очень сильное оружие, потому что держать вражескую коровую позицию так долго в дизейбле, это всегда, поверьте мне, приятно. И немаловажно, что это также вам дает банальную возможность выжить в тимфайте, потому что, как я говорил, если вы переждете БКБшки, либо вы словите какого-то героя на слипе, на инфибле, это будет самый-самый крутой импакт, который вы можете дать на бейне. Агhanим у нас, соответственно, уменьшает перезарядку на 45 секунд и создает 2 копии. То есть вы можете с собой отходить, копии будут держать, и уже оппонент нужно что с этим делать. Либо пытаться сбивать эти иллюзии, либо нажимать какую-то кнопку, но у вас финсгрип быстрый, то есть вы можете даже какие-то фейковые финсгрипы, так сказать, давать, и уже от этого, соответственно, плясать. Так еще, наверное, про саппорт бейна, что стоит упомянуть, что какой бы герой ни был, геймплей на саппорте у нас всегда построен на определенных таймингах, объективах в игре. Соответственно, мы всегда должны помнить про 5-ю минуту катапульта, если есть вариант где-то стянуться, напасть, подпробить вышку, это в будущем может дать свои плоды. Потом 6-я минута руна, 7-я минута руна экспы, а Бейн очень классный герой, чтобы воровать руны экспы, потому что, опять же, ночь на дворе, соответственно, вы имеете повышенный Night Vision, вы можете слипнуть вражеского саппорта, тем самым своровать руну экспы, а это очень часто меняет игры, просто очень часто меняет игры, здесь по-другому это не сказать. И дальше, соответственно, руны, тайминг
альтик ульты, если можете где-то смачок нажать, поставить варды какие-то и так далее. Это все, я думаю, вы и так сами понимаете, и здесь только ваше воображение будет помогать вам стать лучше. Как говорится, я тоже человек, может, я что-то и забыл. Вы, кстати, можете мне об этом в комментариях написать, и буду только рад этому. Ставьте лайк обязательно и пишите свое мнение об этом гайде.